Добрый день, друзья! Сегодня я буду пересаживать черенок с прививками, привитый черенок в контейнер. Вот смотрите, вот в таком виде сейчас у меня череночек. Видите, какие корни? Ну вот, их прекрасно вам видно. Вот, прошло... Так, это И-258, 16 числа, то есть прошло 12 суток. Видите, довольно толстый черенок, я прививал на толстый черенок, вот они прививки, одна и вторая. Прививочки еще, почки еще не тронулись в рост, естественно, прошло 12 суток. Вот верхняя почка родная, но верхнюю можно оставить, не страшно. Вот она, верхняя почка родная, она начинает разбухать, набухать, она будет подтягивать, ее можно оставить, пока... Она будет подтягивать, так сказать, питательные вещества к себе, тем самым, значит, питать вот эти у меня привитые почки, две. Вот. Ну а сейчас я покажу, как я буду пересаживать. Уже достаточно большие корни, 12 суток. Обычно при температуре такой, как сейчас у меня 25-26 градусов, корни появляются где-то на... 14-15 сутки. Здесь сейчас вот на 12. Ну, скорее всего, что довольно толстый черенок, много в нем питательных веществ, и корнеобразование улучшено, ускорено. Вот эти два еще вот тут лежат, пока еще не показывают ничего, потому что сделаны прививки, также прививочки сделаны, вот видите. Вот на этих черенках сделаны прививки, но они сделаны на неделю позже. А этот вот за 12 дней хорошо укоренился. Не буду ждать перерастания корней, высажу уже сегодня. В 6-литровый контейнер из-под минеральной воды. Вот, что еще хочу сказать. Ну я покажу, пересадка это ясно, легко и просто. Затем я еще покажу, как продолжу стратификацию вот этих вот почек привитых уже на уже высаженном черенке, на высаженном в грунт черенке. Каким это будет способом. Итак, откладываем череночек в сторонку и показываю грунт. Грунт у меня универсальный, из магазина. Я его... смешал с агроперлитом 1 к 3. Значит, третья часть агроперлита. Перлит, он довольно, скажем так, очень влагоемкий и вбирает в себя очень много влаги. В дальнейшем будет отдавать ее корням, что уменьшит количество поливов. Я увлажнил грунт. Каким образом я его увлажнил? Он не должен быть мокрым, а влажным. То есть, вот смотрите, вот сейчас я беру, вот, прижал грунт, он создал вот такой вот, скажем, комок. И нормальным увлажнение считается тогда, если вот такой комок, то есть при сжатии в руке он образует комок, и при опускании... Так, вот, при опускании с высоты где-то 30-40 сантиметров комок падает и разбивается. Вот делаем. Ну, плохо видно, я одной рукой. Вот еще. Раз, и он рассыпался. Это влажность грунта хорошая. Продолжаю. Что? Так, теперь у меня вот 6-литровая баклажка из-под минеральной воды. Я проколол в дне отверстие и сейчас на дно укладываю грунт. Так, ставлю череночек свой и просто-напросто обсыпаю, не приминая грунт, присыпаю. Так, друзья, смотрите, значит... черенок высажен. Что я... Вот прививочки, две прививки.
Две прививки эти должны находиться для лучшего срастания во влажной среде. Что я для этого делаю? Чтобы среда была влажной. Не оставлять же черенок вот так вот на воздухе. Для этого я одеваю полулитровый стакан без дна, как вы видите. И засыпаю стакан влажными опилками. Опилки, то есть, извиняюсь, неправильно сказал, влажным мхом. Мох сфагнум, который я предварительно замочил. Он набрался влаги. И теперь этим мхом я, грубо говоря, оборачиваю свой черенок. Вот в конце концов вот так выглядит сейчас посаженный черенок со стаканом, в котором влажный агромох. Ну, мох сфагнум. Можно здесь и опилки использовать, но опилки хуже, потому что они могут уплотняться и меньше воздуха будет поступать к прививкам. А условием хорошего сращивания должно быть тепло, влажность и достаточное количество воздуха. Ну, вот так вот, друзья. Будем наблюдать. В дальнейшем я буду выкладывать, как развиваются прививки, как растет саженец. Ссылку на видео, в котором я делаю эти прививки на этом черенке, вы можете найти в конце этого видео, в конечных заставках и в описании самого видео. До встречи, друзья, и хороших вам урожаев в этом году.